В 1917 году Россия пережила Октябрьскую революцию. Прошло уже более века, и когда, как не сейчас, стоит подвести итоги и попытаться сделать выводы. Много уже сказано и написано, но осознали ли мы масштаб этого события? Что могут рассказать о революции наши современники? Чем они живут 100 лет спустя? И кто для них Ленин сегодня? Вместе с вами мы отправимся в путешествие по современной России. Это я, Дарья, а это мои спутники Антон и Ярослав. Мы стартуем на Дальнем Востоке и посетим города, расположенные по Транссибирской магистрали. Конечной точкой нашего маршрута станет город Санкт-Петербург, столица революции. В пути мы поговорим с жителями и гостями нашей страны, а поводом для наших бесед станет вопрос о том, что люди думают о революции, Владимире Ленине, советском наследии и жизни в России сегодня. Владивосток. Вот первый пункт нашего путешествия. Город на побережье Тихого океана, окруженный зелеными холмами, которые местные жители с упоением называют сопочками. Вокзал во Владивостоке – это и есть конечная точка Транссибирской магистрали. А вообще, как вы себе представляли конец самой протяженной железной дороги мира? Явно не так. После революции Владивосток был переполнен людьми, желающими покинуть Россию. В то же время Ленин распорядился отправить именно сюда оголодавших детей из Петрограда. При поддержке американского Красного Креста около 1000 человек, включая детей и воспитателей, провели здесь более года на отрубленном от материка острове Русский, символе Дальнего Востока. До начала 21 века попасть на него можно было только по воде. К экономическому саммиту 2012 года был построен первый мост на остров. Вообще, Владивосток показался нам похожим на уменьшенную копию Москвы. Так же, как и столица, город стоит в пробках. Здесь есть свой ГУМ, свой Приморский Арбат. Так называют местные жители одну из пешеходных улиц города. Вы слышали, может быть, по телевизору сейчас часто говорят, что Ленину все-таки захоронить в мавзолее. Как вот вы думаете, надо его все-таки захоранивать? Я думаю, пускай мавзолей лежит, как символ борьбы бедняков за свои права с финансистами и капиталистами. Ну, Ленин для вас значимая, да, фигура? Да, я считаю, богатых нужно уничтожать. Богатых ненавистных капиталистов, обворовавших свои народы. Да. А Ленин, как бы, он не капиталист, да, по-вашему? Он вождь бедняков. Я считаю, он правильно делал. Поднял народ на революцию, уничтожил царскую власть, эту монархию. Правильно все делал. Только мало расстреливал. Нужно было больше расстреливать ненавистных буржуев и их пособников. В одной из книжных лавок мы встретили австралийку Кэролин. Она не первый раз в России, и мы спросили ее о Ленине. Lenin. I know a lot about Lenin. Should he stay in mausoleum? Should Lenin? he be He should stay. Could He should be stay there. No, he's wonderful. Because it's part of the heritage now from Moscow Square. Because of the beautiful cathedral and the red Dana and Lenin, it was all a composite part of that. But have you visited it? Yes, of course I have. Why was it interesting for you to see him? Because he's such a famous person. He did a lot for Russia. На уменьшенной копии Арбата мы тоже поговорили о Ленине.
Может, у нас и беды все от этого. Поэтому надо обязательно захоронить. Любого человека надо хоронить. И все-таки это мумия, да, что это такое? Конечно. Да. Это только вот ходят, я вот была сама в Москве, смотрю, ходят только иностранцы, смотрят. Ну и наши, кто там вот приезжал. Ну зачем это надо? Там такая очередь, как все равно в войну за хлебом. Ну и что? Ну что? Это деньги, что ли, зарабатывают? Или как? Ну что сейчас вот молодежь, и что она будет сейчас смотреть? На мумию. Ну понятно, те года были, там были истинные коммунисты, которые и есть до сих пор. Это уже старая гвардия, то есть это мы. А молодые что? Молодые что? Зачем им это мумию смотреть? Вы были в Москве? Нет? А вот если бы вы поехали в Москву, ну, у вас было хоть, вот, не знаю, там, 1% такого желания, чтобы пойти и посмотреть на труп Ленина? Весьма вероятно. Весьма вероятно, да? Ну так если захорониться пролить скоро. Вообще ноль желания. Ну, на самом деле, да. То есть, если вот только так, вот, знаете, я только мимо прохожу, о, парень, не хочешь посмотреть на Ленина? Мы им прям показали так. Вот. Если бы прямо вот перед носом сунули бы, ну, конечно, глянули. А вот все-таки вы думаете, он все-таки спас Россию или развалил? Не, он крутой мужик. Все правильно сделал. Что-то он для истории точно сделал. Мы в Находке. Это городок в 200 километров от Владивостока на побережье Японского моря. Популярный тихоокеанский курорт для жителей и гостей этой части России. Вот это находка! Именно так, согласно легенде, в 19 веке воскликнул удивленный моряк, увидев неизвестную до этого бухту. Во времена сталинских репрессий заключенные строили здесь порт, а в 90-е местные криминальные группировки боролись за возможность его контролировать. Именно в этот порт доставлялась первая импортная техника и автомобили из Японии, так что им тут было чем поживиться. Гуляя по городу, мы встретили вот эту женщину-пенсионерку. Как вы отнеслись бы к этому? Как вы думаете, его надо все-таки захоронить или пусть он в мавзолее лежит? Да я не знаю, как лучше сделать. Я сама темный человек. Я не отхожу от телевизора. Ну почему ему так вот повадку дали до Америки? Я такая злая, думала, была бы, я бы взяла в автомат и пошла бы сама с песнями петь. На кого кто-то воюет на нас кинулся. Детей жалко. День прожили, слава Богу. Я родилась, я выросла, как говорят, в Савдепе. Я против, вот оно есть святое наше. И пусть оно лежит и не беспокоит его. Я против. Вы против, да? А скажите, а вы сами видели вот? Может, Я не была ни разу, ну, была порезана. Не была, А если бы вот был такой момент, что если бы, например, действительно приняли все-таки его захоронить и привезли бы по России, вот, например, привезли бы в это Владивосток. вообще кощунство. Это кощунство, Это да? кощунство. То есть вот если бы даже привезли, вы бы ни за что не пошли, да? Не пошла. Получается. Не пошла, это кощунство. Правильно, хорошо. Что там, Тутанхамонская царица была, вот откопали и что творилось. Нельзя. Вот лежит он столько лет, пусть лежит. В семейном кафе нашей спутницы Маши мы поели дальневосточных гренок и поговорили с Машиными родителями. А про Ленина я слышала такую байку очень давно, что и как только его закопают, то произойдет разрушение России. А все к тому идет, мы начинаем возвращаться. Папа, а ты что думаешь про то, чтобы Ленина захоронить? Да как-то у меня другие проблемы, зачем? Ну так ты что, ты против, что ли? Неправда, мы с тобой обсуждали эту случай. Он там был, а я была в Москве несколько раз, и я умышленно не ходила смотреть Ленина. Не знаю почему. Вот не хочу и все. Это мумия. А вдруг Россия правда возродится, если мы его закопаем? Если что, откопаем. В следующий город мы отправились на поезде по Транссибирской магистрали. Здесь мы познакомились с бразильцем Эдуардо. Он, как и мы, решил проехать по России. My great-grandmother and my great-grandfather were from Russia. And all her parents were killed.
by the Bolsheviks, and then she escaped through Latvia, and then came to Brazil too many years ago. So all the Russian influence is almost lost in my family. And then I always had this intention to like get this Russian culture back to the family. In Brazil, we have really, I would say, Western media, like with a lot of influence from United States and stuff, and on the biggest newspapers and the biggest magazines, they have been spreading all of hate stuff about Vladimir Putin and Russia, and people are always thinking that Russia is trying to just get more territories, and this is the most famous image. And when I bring a different point of view, they always are saying that it was like kind of conspiration or something like this. I never had like strong arguments because I never been here. I never talked to Russian people rather than my grandmother. And then I wanted to experience the country, talk to people, see the country. За этим интересным разговором мы отправились в следующий город на нашем пути.